Привет. Я с 10 часов здесь. Да? Да. Я ждала целый час. Сидела, пила смузи, отдыхала. С тобой начали отсюда, вот от парковки. Здесь началась тропа марафон. Вот, и она будет протяженностью 42 километра до Дивногорской Видовки. Ну и плюс оттуда до Дивногорска, ну плюс-минус 10 километров. Еще плюс до этого места там примерно 10 километров. Грубо говоря, мы за сегодня проедем 50 километров плюс, там 60, ну, 70. Да, 60 с копейками. Дорога будет экстремальная. Там будут и колеи, и подъемы. Ну, короче, это вообще трейловая дорога. Ну вот, я знала, с кем связалась, потому что со мной связываться примерно чревато тем же. Этот маршрут крайне редко проходят, и мы решили его попробовать на своих недорогих велосипедах и посмотреть, на что они способны, на что мы способны. Ну что, погнали! Не успели мы отъехать, как уже препятствия нас тут ждут. Мы тут премся в гору конкретную. Просто велики затаскиваем, потому что ну ехать тут просто нереально. Такая гора крутая. Прям практически в начале маршрута. Вот примерно так. Нам вон туда надо наверх вело закатить. В горку. Блин. Жесть. Очень тяжело ехать и снимать, особенно в гору. Держать штатив, это вообще палку верни. Короче, пытаюсь снять. Фига не получается. Люда упала. Это было видеть надо. Страшно, конечно. Тут такой вот крутой съезд получается. Вот. Но на скорости едешь, не видно же. Не знаю, передает ли камера. Она вон оттуда выскочила за деревом. И упала. Че, не убилась там? Ничего не сломала? Да не сломала, поцарапалась. Царапалась сильно? Не до крови. Я там в начале маршрута тоже упала, но я не снимала это. Ну, Люда вперед немножко уехала. Я упала, мне надо быстрее было встать, догнать. Я там тоже на большой камень наехала, меня в лес занесло, а внизу такая коряга огромная лежала. Я чуть в нее не въехала. Но у меня все обошлось и даже не поцарапалась. А Люда вон. Ну так, немножко поцарапала. Первые царапины, короче говоря. Все по плану. Зато камеру спасла, я ее так прижала. Все по плану, все как мы любим, да? В общем, нам придется вернуться, все, что мы проехали почти. Мы заблудились немножко. Сейчас возвращаемся назад и опять начинаем маршрут. Мы так прилично съехали с горы. И теперь нам вот назад надо все это время подниматься в гору. Это вообще... Мне эта ситуация напоминает поговорку: любишь кататься, люби и саночки возить. Вот, скатились с горки, теперь поднимаем обратно. Можно потом еще раз скатиться. Зато мы идем по такому классному лесу, вообще смешанному. Птицы поют,
Такой запах обалденный вообще. Ну и это, как сказать, подкачка такая. Извините за тряску. Просто в гору поднимаю велик. Еще снимать неудобно. Тренировка, так сказать. Это тоже надо. В принципе, у меня в походах вечно такая какая-то жопа. Мы конкретно вообще с Людой заблудились. Мы тут уже такие круги навернули. Туда-сюда эти велики таскаем. То вниз съедем, то обратно в гору их прем. И не можем все никак на тропу выехать, которая нам нужна. И вот только сейчас мы вроде бы разобрались, но это опять не точно. Делайте разметки нормально, господи, это такая Вообще, жесть. вот я вам всегда говорила, что я по разметкам никогда не хожу. Вот я первый раз, наверное, или Мы второй раз в пошли жизни. по разметкам и заблудились. Да, и невозможно, они так нарисованы, что они где-то пропадают, вообще непонятно, куда идти. Вот тут даже карта есть, мы сейчас... Хотя бы на развилках делали бы там разметку, что там туда идет такая тропа, а в другую сторону идет такая. А там просто развилка, ты едешь, Да, понимаешь, никакие ты едешь ни не туда. разметки, ни указателей нет. Вот карта висит, даже на карте не нарисовано наше местоположение. То есть мы с этого места, вот с этой карты, которая нарисована, мы не можем сориентироваться, потому что мы не понимаем, где мы находимся. На этой карте нет нашего местоположения. Мы не Короче, понимаем. замечание администрации гремячей гривы. Сейчас покажу карту. Там без бутылки не разберешься. Да. Не, ну мы сейчас кое-как сообразили вроде, и то это не точно. То есть мы уже 1000 раз возвращались, и нас возвращает все в начало. Вот у нас вот такая голубая тропа бирюзовая. И мы не понимаем, где мы находимся, но мы думаем, что мы где-то примерно вот тут сейчас. Но это опять же не точно. Вот, и получается нам, а мы все вот сюда скатывались вниз. Получается нам походу наверх надо, а мы оттуда съехали. Вообще, короче, капец. Сейчас нам подниматься очень круто в гору. Вон туда, куда Люда пошла. Вон она, метка, мы оттуда съехали самый первый раз. Потом мы 1000 раз уже туда-сюда сходили, съездили, скатались, превозмогли сколько могли, мы просто не снимали, это жесть. Ну, сейчас попробуем вот вернуться и посмотрим, выйдем ли мы туда, куда нам нужно. Сейчас капец, как в гору долго подниматься. Бананчики мои, ты где? Я сошла с ума. Все, мы наконец-то вышли на тропу, которая нам нужна. Вот она. Нашли, наконец-то, куда нам надо. Потратили очень много времени. Уже превозмогались, считай, в начале пути. Нам поменяла стеклышки, я, кстати, с собой брала. У меня были темные, сейчас на голубые поменяла, потому что в лесу солнце так не кидается в глаза, не кидается. Но мушки всякие, там комары летят. Мне, кстати, так неудобно рюкзак крепить. Я не взяла нормальных никаких креплений. У меня с багажника постоянно свалится на спине. Тяжело его вести. И кот бедный вот так висит. Кстати, шлем беру только на всякий случай, когда ехать именно по дороге. Потому что по дорогам и по трассам ездить опасно. А так предпочитаю в кепке ездить. Ну, где более-менее безопасно. Потому что не могу от шлем вообще носить. Вокруг, кстати, такая красотища. Такой лес смешанный. И запах просто обалденный. Вот так отдыхаем прямо на дороге. Прямо на тропе. Поднимаемся в жуть какую гору. Непонятно, мы едем вообще на великах или постоянно идем.
Попробую на ходу снимать, хотя это практически нереально. Вообще. Ну вот о чем я и говорила. Лужа. Все, колесо скользом пошло. И я навернулась. Хорошо еще удачно упала. Короче, на ходу невозможно снимать. Хотелось бы показать вам, как мы едем, по каким дорогам. Но это вообще нереально, реально нереально снимать, потому что камеры у меня нет, которую на лоб можно прикрепить. Креплений, кстати, дофига дома, подписчик мне прислал, а камеры нет. Вот. Снимать нормально не могу. Дорогу не могу снимать, и как мы едем, тоже не могу. Нам приходится каждый раз, чтобы снять, как мы проехали, останавливаться, ставить. Ну, короче, это очень долго и неудобно каждый раз доставать. Все, у нас же камеры убраны, все это убрано, потому что местность такая сильно пересеченная, везде шишки, корни, грязь, лужи. Ну, где-то сухо есть. Вот сейчас в лужу я попала. Ехать очень реально сложно. Ну, мы как бы не ноем, не жалуемся. Я просто вам объясняю то, что снимать невозможно, как мы именно едем. Вот это печально, потому что хотелось бы, конечно, показать дорогу. Но это практически нереально. Вот такие у меня колеса супер чистые уже. Все забились грязью. И они уже практически не тормозят, просто скользом везде идут. Ёшкин кот. Такая тропа. Сейчас поднялись в эту гору. И все зря, как оказалось, потому что стоит указатель, что здесь видовка 5-я. Прям вот у тропы, вот у развилки стоит сюда указатель. Выходишь, а тут ничего нет, то есть неправильно указатель показывает. И тут уже дорога такая накатанная. Видимо, не одни мы уже сюда заехали посмотреть, заезжали, потому что, я думаю, тут все сюда прутся. Вот как так можно указатели ставить, я не знаю. Блин, как вот снимать, а? Вот как? Просто страшно, реально. Простите, будет вот так вот криво-накриво. Страшно, потому что снимать. Блин. Мы приехали на 5-ю видовку. Тут очень красивый вид. Тут мы были когда-то с Петрухой. Я снимала фильм, у меня есть на канале. Только мы были осенью, когда снег лежал. Жалко, некому снимать нас со стороны. Мы не можем каждый раз останавливаться, камеру ставить. Там сейчас такая дорога была вообще. Я в такую горку заехала, такая молодец вообще. А потом очень круто по камням вниз. И я тоже съехала. Я молодец. Огурец. Сейчас покажу видовку. Такой вид отсюда. Тут собачело такой пришел.
с разными глазами. Жарко, жарко бедному. Ну, собачила с хозяином, естественно. С хозяевом. Хозяин тоже на велике. Выгуливает пса. Сидим, перекусываем. У Люды тут расплющилась вся еда. Она там брала помидоры, яйца, у нее просто все в смятку. А у меня все шоколадки превратились просто в кашу. От жары, от тряски вот этой постоянной. Ноги все просто устряпаны у нас. Такие грязные, все грязью забрызганы. Люда сидит, отмывается, а мне пофигу. Все равно опять замораемся, что их мыть. Сейчас перекусим, наберемся сил и будем дальше крутить педали. То ли крутить, то ли тащить велы. Еще я клеща поймала. А, да, она еще клеща себя сняла. Ну, на мне вроде нет, а может я просто не вижу. Надо про клещей-то не забывать. Мы же все-таки по тайге катаем. Прям по тайге, по тайге. Да. Я тут растаянную шоколадку ем. Она, кстати, в тенечке тут полежала, получше стала. Ну что, Людмила? Давай фотку делать. Хватит отдыхать. Подъем. Развалилась тут деловая. Фотки делать. Давай. Давай. И катить уже надо. А то мы с тобой точно ночевать в тайге Я будем. что-то так нажралась, что уже хочется просто лечь с ночевкой здесь. Я и говорю, придется в тайге ночевать, если мы так На будем. лавке вот прям. Угу. Хорошо ей, когда есть в тайге лавка, да? Медведь, правда, ходит здесь неподалеку. Но ничего, кости, у нас много костей. Ему наши кости не понравятся, ему надо кого пожирнее. Надо будет в следующий Или на раз. безрыбье и рак рыбу. Олега надо взять. А, вот такие мы коварные женщины. С нами лучше не связываться. Короче, у нас очень мало времени остается. Посмотрели электрички, они ходят до 8:30. Нам еще ехать очень долго. Поэтому мы дорогу практически снимать не будем. Сейчас будем вываливать, так сказать, конкретно. Крутить педали, чтобы нигде не останавливаться, не отвлекаться и точно успеть на электричку. Короче, мы снова заблудились уже несколько раз. Мы тут наматывали круги по поселку, выехали в какой-то поселок. Вернулись уже, объездили весь поселок, вернулись назад к меткам, где мы, получается, потерялись как бы. И думали, что мы, может, поехали не туда. Но нет, вот последняя метка. Все, дальше меток нет. Как там ехать, я не знаю. И дороги другой нет. То есть она одна, меток нет. А там уже, получается, она раздваивается и расстраивается. И мы вообще реально не знаем, куда ехать. В общем, мы понимаем, что мы до Дивногорска точно не успеем такими путями, таким макаром доехать. И мы решили до Минина ехать. Тут недалеко выходит дорога на трассу на Минина. И мы решили, короче, сделать так. Потому что мы не успеем на электричку, мы не сможем выехать в город и попасть домой, так сказать. У нас, получается, не совсем завершенный маршрут, немножко измененный. Но мы сегодня накатали столько. В общем, вот она тропа. Вы ее видите? Я тоже не вижу. Просто вот крапива сплошная. И вон там метка. Понятно, почему мы проехали и не могли дойти. Не знаю, видно метку? А, вон она метка, ага.
Короче, эту тропу, походу, никто там дальше не едет ее. Да и вообще, наверное, не ездят. Это капец. Не, конечно, мы тут не проедем, мы с великом не пропрем. Нам еще километров 20-25 до Дивногорска ехать. Это вообще капец какой-то. И все получается, нам точно не судьба доехать до Дивногорска. Ну, тут просто реально нереально. Будем, значит, поедем до Минина, все. Уезжаем на трассу, едем до станции Минина, там садимся на электричку, короче. Остановились тут у придорожного магазина. Во. Уже пить очень хочется мусу. Как мне этого хотелось, ё-моё. Доехали до станции Минина мы наконец. Ждем электричку. Люда пошла за билетами. Без пересадок, говорит. 2 билета мне выбило, я не буду второй раз в электричку тащиться. Так, я тебе до мясокомбината взяла. Очуметь. Я даже до дому доеду. Да. С ума сойти. Это мы хорошо попали на это время. Бабочка тут докопалась до меня. А я вообще такая чумахондра прям. Смотри, Вообще. еще раненая. Я ее сгоняю, она обратно. Да у меня тоже ноги кошмар. Мало того, что они все в синяках и шрамах, еще и такие чистые в кавычках прям. Ну, носки, смотри, какие грязные, капец. В общем, на этом наше путешествие закончилось. Мы нормально дорогу не смогли снять за неимением хороших камер, которые крепятся на чехол. Ой, на чехол. На этот. Короче, на каску. Вот. Но все равно маршрут был такой трэшевый. По камням, по корням, по камням, по шишкам, по горам. Вы все преодолели, мы молодцы. До встречи на моем канале. Ставьте лайки, пишите комментарии. Всем пока-пока.